Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. На один из таких обзоров вы и попали. Ход сейчас пишется на iPad mini, да, который новый, который с Wi-Fi 6, и микрофон здесь вроде бы ничего, потому что микрофон тоже пишется прямо с iPad. Что интересного про него хочется сказать, что он ценой примерно столько же выходит, сколько если купить Xiaomi Pad 5 и Xiaomi Pad 5 Pro, если вам так будет удобнее. От приставки Mi же они отказались. И в отличие от Xiaomi, здесь нет 120 Гц, здесь экран поменьше, рамки потолще, и в принципе воображение он не поражает, с одной стороны. С другой стороны, что вы хотели от яблока? Почти за 50 тысяч рублей мы получаем очень скромный функционал, с одной стороны. С другой стороны, неплохую камеру на 4К 60 FPS, но если у вас нет планшета и вы планируете покупать, я заранее до обзора еще советую вам купить что-нибудь из линейки Air за 1020-25, максимум 30. Данные девайсы, как планшет на M1, который есть у меня от Яблока, так и этот мини, они своих денег однозначно не стоят. Это вам не телефон, это раз. И два, планшеты мало кому нужны. Если вы спросите меня, я покупал его в первый день продаж сегодня, и вот единственное, что было в запасе в официальном магазине Apple, это мини-планшеты. Да, iPhone 13 Pro довольно неплохо уходил, Pro Max улетели первыми. Это дело осталось. Почему? Потому что, звонить вы с него не будете. Для того, чтобы фильмы смотреть, данного размера мне лично мало, я думаю, вам будет тоже. Сделать из него ноутбук? Нет. Это не 11-дюймовый планшет, и клавиатуру покупать за 27 тысяч, даже если она появится, посчитайте, в какую цену он вам выйдет. Я надеюсь, я не отбил у вас желание смотреть данный ролик. По ходу буду чуть-чуть сравнивать его с планшетом iPad на M1, плюс еще добавлять Xiaomi Mi Pad 5 Pro, чтобы вы понимали, до какой степени за одну и ту же стоимость, точнее, яблоко в этом случае дороже, вы можете покупать разное железо. Не смотрите на операционки в этом случае, потому что планшет — это только планшет, это не телефон и не ноутбук. Это что-то среднее, и это мало кому нужно. Смотрим. 977 на YouTube. Всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня, как вы уже прекрасно поняли, я расскажу вам о новеньком iPad mini 6 версии. Полетели. Распаковка. Оформление коробки все такое же, как всегда. Apple не изменяет своим стандартам, и на лицевой части находится изображение девайса, по бокам логотип и название. С тыльной части спеки, и все это дело, в отличие от новых айфонов, в пленке. Здесь они экономить не стали. В комплект входит iPad mini, кабель с USB-C на USB-C для зарядки длиной 1 метр, адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт, немного приветственной макулатуры, пару наклеек в виде откусанного яблока, и без легкого запаха клея, разумеется, здесь не обошлось. Летим дальше. Поставляется данный девайс в 4 разных цветах: серый космос, розовый, фиолетовый и сияющая звезда. Размеры достаточно компактные: 195 на 134 на 6,3 мм в толщину без камеры и 8 мм с камерой, а весит устройство всего 293 грамма. Дизайн приятный, корпус изготовлен из алюминия, разумеется, марки, и очень скользкий, но царапается нелегко. Без чехла я бы пользоваться им не советовал, хотя чехлы комплектные стоят эгегей сколько, но всегда можно купить Китай. На корпусе расположена кнопка питания с встроенным датчиком, Touch ID, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C, 4 динамика, по 2 на каждую сторону, звук, разумеется, здесь стерео, притом великолепный, сдвоенные микрофоны и магнитная поверхность. Люфта у кнопок нет, как и мини-джека, и ИК-порта здесь тоже нет. Официальная защита от влаги и пыли не завезли, я попал с данным iPad'ом под дождь, после чего он отключился и некоторое время наотрез не включался, конкретно где-то часа 4. Я уже было расстроился, что я не успею сделать на него обзор, и он умрет раньше подсъема, но мне повезло, и он заработал. Так лучше никому не делать, не советую, однозначно защиты от влаги здесь нет. У аппарата дисплей на 8,3 дюйма, Liquid Retina Multi-Touch с подсветкой LED и технологией, к сожалению, IPS, с разрешением 2266 на 1488 пикселей. Притом здесь только 60 Гц, о чем я не раз еще скажу. 326 пикселей приходится на дюйм, и эта плотность такая себе, не идеальная, но неплохая. Яркость дисплея максимум 500 кандел на метр квадратный, хватает ее с лихвой. Но на солнце я бы не сказал, что идеально видно. Дисплей полностью ламинированный, имеет а-ля
фотофобное антибликовое покрытие. Разумеется, никакой защитной пленки на нем нет. На солнце все видно относительно хорошо, но не под прямыми лучами. Частота обновления экрана, как я уже и говорил, 60 Гц, и это прямо совсем печаль, потому что те же еще раз Xiaomi сделали экраны лучше, хотя планшеты у них в 2 раза дешевле. И это уже вопрос, потому что в основном планшет мы берем в первую очередь для просмотров фильмов, но об этом далее. Автояркость работает у iPad отлично, без нареканий, под разными углами тон картинки не бросается в какие-то либо оттенки. Технология True Tone и поддержка Apple Pencil второго поколения, разумеется, на борту. Мультитач есть и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи Touch ID, срабатывает он стабильно, быстро и точно. Рамки вокруг экрана маленькими и неприметными точно не назовешь, но зато в одной из этих рамок спряталась фронталка. Да и в принципе супер тонких рамок редко, когда у планшетов можно встретить. Я бы даже сказал, что ни у каких их супер тонких нет. Чип в данном девайсе A15 Bionic с 64-битной архитектурой, 6 ядрами, графический процессор 5-ядерный, операционная система iPad OS уже 15 версии, внутренняя память на выбор 64 или 256 гигабайт, расширить ее SD-картой, разумеется, нельзя, только нами всеми любимое облако. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, Vibra Super, но не настраиваемая. Bluetooth версии 5.0, да, не самый новенький, к сожалению. NFC нет, GPS и eSIM есть только в версии с Wi-Fi плюс симка, то есть, проще говоря, только в версии подороже. И сразу говорю, что eSIM здесь можно использовать одновременно 2, но при этом нельзя использовать физическую симку. Либо можно использовать в версии с eSIM и одну физическую симку. По автономности в Genshin улетело 18% за 30 минут, в танках 11% за 30 минут, опять же на максимальной яркости. За час съемки видео в 4К 60 FPS улетело 20%, а весит этот файл около 18 гигабайт. При этом планшет не нагрелся. За 1 час 20 минут просмотра видео улетело 19% при максимальной яркости экрана по Wi-Fi. И это уже не совсем весело, с одной стороны. С другой стороны, ну, мне кажется, вам хватит почти 7 часов просмотра на максимальной яркости при максимальной громкости динамиков какого-нибудь сериала. Можно будет и кабель подключить, если что. Заряжается с 0 до 50% от родного адаптера питания за 41 минуту. Беспроводной зарядки не завезли. Заряжается iPad довольно медленно. За 21 минуту штатной зарядкой он набирает 20% с нуля. Потом чуть-чуть разгоняется, как я уже говорил ранее, но все равно это не быстрая зарядка. Geekbench выдал 875 баллов, 3D Mark Wildlife 9267, Wildlife Extreme Stress Test 2600, Wildlife Extreme 2600. Данные Antutu 768 тысяч попугаев, и это прям очень круто. Storage Test показал 12 тысяч, это не супер круто. Также я решил проверить его в приложениях, которыми частенько пользуюсь. Скачал Photoshop, Lightroom и Premiere Rush. В данных приложениях работает без тормозов, лично для меня интерфейс удобный. Единственное, в Premiere долго рендерил видео, хотя это и не удивительно. В Premiere на iPad видео тормозит 4К 60 FPS при воспроизведении, то есть редактировать можно, но когда нажимаешь что-то посмотреть, оно начинает подтормаживать. Это чтобы вы понимали, что как редактор его использовать такое себе тоже. А вот уже в Инстаграме нас ждет эпичный фейл, а именно окно приложения не открывается полностью, максимуму его можно слегка приблизить, но все равно это не спасает ситуацию. Возможно, они что-то допилят, но я вам рассказываю о девайсе сегодня, а уже прошло несколько дней после того, как они начали его продавать. Плюс сколько его людей до этого тестило, ну ладно. Портретной ориентации печатать относительно удобно, но благо есть поддержка клавиатуры и мышки. В играх яркость понижает примерно на 20%, где-то через минут 5. Это не хорошо, но лучше, чем у iPhone 13 Pro, который я недавно тестировал, обзор на который вы можете посмотреть на канале позавчера. Он был по ссылке в правом верхнем углу, я его положил. Сравнение там было с Mi Mix 4 и с Huawei P50 Pro. И всем, кто не понял, камера iPhone 13 Pro снимает с артефактами. Это не глюк YouTube. Это просто-напросто недопиленное ПО. На данный момент лучшей камеры у него не назвать. На 100% яркости показывает он 497 люксов, а после сброса яркости в играх, опять же, после небольшой нагрузки 256 люксов. Играть комфортно, но фризы присутствуют хоть и редко. Если бы не момент с понижением яркости, было бы вообще шик. К слову, Genshin запускается за 38 секунд, что хорошо, но на iPhone 13 Pro уже за 35 секунд. У кого-то вообще за 30. У меня первоначально, хотя и после обновления, но до перезагрузок Genshin запускался на iPhone 13 Pro за минуту. Основная камера тут широкоугольная на 12 мегапикселей с диафрагмой 1,8. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS и снимает она без ограничений по времени. Это для основной камеры. На борту цифровой зум до 5х, вспышка True Tone, Quad LED и цифровая стабилизация. К слову, вспышки в прошлых моделях не было. Фронталка на 12 мегапикселей с углом обзора 122 градуса и максимальным разрешением для съемки видео 1080-60 FPS. Вот этот вот угол обзора — это
просто космос. Можно считать, что там ультраширик, и такое мало где встречается. Для фронталки это супер. Основная камера пишет неплохо, для планшета картинка приемлемая. Примеры вы сейчас увидите на экране. 4К 60 FPS, iPad mini, Wi-Fi-овская версия, но она по железу от версии с симкой ничем не отличается. Кстати, яблоко не суперстабилизатор, лично мое мнение, но в принципе снимает неплохо. Сейчас посмотрим увеличение максимум X2. Увеличивает плавненько. 4К 60 FPS, день, Мурино, и идет дождь. Съемка с iPad, который 6 серии. Я думаю, вы догадываетесь, потому что именно на него вы смотрите обзор. Что можно сказать? Что X3 даже днем мылит люто. И еще немного подсъемок красоты. Я думаю, что лишним не будет. Туман, дождь. И да, напоминаю, что iPad не защищен от воды, поэтому будьте аккуратнее, не делайте как я. 4К 60 FPS, iPad mini 6-го поколения. Я делаю то, что вы вряд ли будете когда-то делать. Это тест съемки ночью в Мурино после 12 с планшета. И да, если идти, то все трясется, если встать, то шумов тоже море. То есть это абсолютно несмотрибельная картинка. Опять же, по моему мнению, если смотреть на телефоне, то будет более-менее. Если смотреть все это дело хотя бы на планшете, картинка из разряда того, что цифры просто написали. И все 4К написали, и потом еще сверху дописали 60 FPS. Здесь, конечно, рядом не лежало. Увеличим все это дело максимум X3, шумы. Ну, логично, если днем шумы, то ночью-то тем более. Вот так примерно вы сможете снимать вечером. Автофокус. То есть автофокус у Mi Pad 6 для меня сейчас загадка. Я думаю, сейчас мы дойдем до нашей любимой локации с цветочками. И ночью получим ответ. Сейчас я довольно крепко держу Mi Pad. И нет, он не хочет вообще ночью ловить фокус на предмете никак. Ну, я думаю, это дело все не допилит, но на данный момент все печально. Вот, наконец-то поймал. То есть ему понадобилось, получается, секунда 4. Притом он это делает не каждый раз. Есть. Раз, два. Нет, за 2 секунды уже начал. Может быть, он адаптируется. Во всяком случае, вот так будет работать автофокус на Mi Pad, на который вы вряд ли будете снимать видео. Фронтальная камера, iPad mini, Wi-Fi-овская версия и роллинг шаттера, разумеется, нет никакого. Максимум Full HD 60 FPS, это в принципе неплохо, и большего и не нужно на подобном девайсе. Снимает, во всяком случае, если смотреть на картинку не на мониторе при рендеринге, пока неплохо, а дальше уже вам будет, скажем так, виднее. И видео на фронталку от iPad 6 версии. Что я могу добавить по iPad? Что дело, конечно, заманушное. В плане того, что ты привыкаешь к его габаритам, привыкаешь к тому, что он довольно легкий. Плавность, хотя у экрана 60 Гц, конечно, зашкаливает. И они, я уверен, что все это еще будут допиливать. Не рассчитан он на то, чтобы вы с ним прогуливались и снимали. Хотя, учитывая габариты устройства, можно было бы сюда запихать такую камеру, как, допустим, Mi Pad 5 Pro в версии 3G запихал туда 50 мегапикселей. Напоминаю, что я покупал Wi-Fi-овскую версию с 13 мегапикселями. Там камера, конечно, ужасна. Хотя вполне возможно, что iPad даже со своей скромной камерой будет снимать лучше. Но об этом мы узнаем потом в сравнительных роликах. В целом, роллинг шаттера, повторяюсь, нет. Селфи, мне кажется, что вас достало не меньше, чем меня, с одной стороны. С другой стороны, мы помним, что на таких устройствах мы довольно часто общаемся через селфи-камеру. Та же локация, съемка на фронталку, но днем, как вы видите, фронталка, в принципе, вывозит, разговаривать более чем свободно можно. По FaceTime, по WhatsApp, почему угодно. Видеосвязь, я думаю, будет нормальной. Вопрос в другом. Вопрос в том, что ночью, во-первых, это никак. Во-вторых, ну, для съемки, ну, главное, роллинг шаттера нет. iPad mini. Вечер, Мурино. Здесь освещение более чем неплохое, но все равно все в пикселях уже. Это не удивительно. Это ожидаемо. И
Разговариваю я довольно тихо. Мне кажется, микрофон это дело все равно ловит. Ветер небольшой есть. Что-то хотеть от этой камеры я бы не стал. Почему? Потому что вот сейчас то, что я вижу, это мракобесие. Но, опять же, этот мой iPad берут по другой причине. По какой? Потому что это яблоко. Потому что 60 Гц, ужасные камеры, 47 тысяч рублей. И за день до этого, буквально за 2 дня, мипады от Xiaomi продавались по 21 тысячу рублей с доставкой из России. Ну, конечно, да. Все бежим покупать яблоко. Вот такая фронталка. Минусы. Нет мини-джека, 60 Гц это частота обновления экрана, уж давно нужно менять что-то. Нет даже минимальной влагозащиты, хотя неудивительно даже за эту стоимость. Размеры компактные подразумевают под собой использование планшета в любой момент, в любом месте с наличием Wi-Fi, который в принципе можно из телефона раздать, если вы не хотите покупать версию на 17 тысяч дороже. И всегда нужно помнить, что вряд ли вы сможете использовать его как мобильный телефон полноценно, потому что габариты не позволяют. Даже каким-то двухметровым великаном он будет большим. Корпус скользкие марки, нет GPS в обычной версии и Bluetooth старенькой версии. А так, в целом, цвет, блеск, красота. Цена по ссылке в описании к видео за версию с Wi-Fi на 64 гигабайта в районе $600. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. К слову, на Али сейчас идет сейл, он довольно скудный, промики хорошие, но они периодически разлетаются, иногда их Али докидывает. Так что следим, смотрим, подписываемся. И резюмировать я могу также на этот iPad mini 6 версии. Первое, я уже вам говорил, что появилась вспышка. Второе, к нему можно подключить родовский микрофон и, в принципе, с хорошим освещением, как сейчас. То есть на меня светит солнце, позади довольно яркие объекты и плюс на мне яркая красная кофта, снимает iPad более чем неплохо. У меня была идея сравнить его с iPhone 13 Pro, у меня была идея его сравнить с iPhone 11 Pro Max, который есть у меня на руках, но по факту нет, он снимает хуже. Но это с одной стороны. С другой стороны, вы же его не для съемок покупаете. Третий момент, и основной, я считаю, в принципе, планшетов лучше, чем у Яблока, не бывает, к сожалению. Я бы мог взять в руки Mi Pad 5 от Xiaomi, глобальной версии, которая стоит как чехол iPad Pro 11 дюймов последнего. Я бы мог благополучным образом попытаться вам рассказать про то, что есть у Huawei и Samsung великолепные планшеты. На Harmony OS у Huawei, которые уже не тормозят, либо у Samsung, который в принципе делает неплохо. Но для себя лично, для своего использования, вот этот планшет, планшет у сына, я не вижу альтернатив. Ждут обзоры еще на такие устройства, как Mi Mix 4, и он мне понравился больше, чем другим обзорщикам. Это раз. Два, разумеется, про мой плеер дороже $1000 на M8, который я уже использую больше года, разумеется, на планшет более полугода от тех же яблочников на M1. Ну а самое интересное, это Mi Pad 5 версии не Pro, потому что на Mi Pad 5 Pro уже был у меня обзор, и на Xiaomi 11T Pro. Скоро также будут на канале обзоры. Плюс два интересных топа. Это лучшие беспроводные наушники по работе с яблоком, по звуку. И второй топ телефонов стоимостью до 20 тысяч рублей, потому что все готовимся к 11.11, будем закупаться. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья!